Остров грез. Автор Владимир Коун. Привет, незнакомец. Если тебе довелось читать эти строки, то, скорее всего, меня уже нет в живых. Не волнуйся, я давно перестал бояться и готов к такому финалу. Но прежде чем случится неизбежное, я принял решение записать события, предшествующие кошмару, полностью поглотившему мое некогда размеренное существование. Я уверен, что, набирая этот текст, печатая очередное предложение, спасаю чью-то невинную жизнь. Более того, искренне надеюсь, что благодаря моему рассказу виновные в творящемся совсем рядом ужасе рано или поздно понесут заслуженное наказание. Я собираюсь рассказать все как есть, ничего не утаивая, а закончив, отправлю готовый текст новостным сайтам. Всем, какие только смогу найти. Сейчас я сижу на краю кровати в зашарпанном номере пригородного отеля. На коленях арендованный у хозяина заведения ноут. 1 час его использования обошелся мне в мятую 20-ку, еще несколько центов. Последнее, что покоилось на дне кармана моих давно не стиранных джинс. Учитывая, что других денег у меня нет и не будет, а значит, продлить наше соглашение не удастся, сильно затягивать с предисловием смысла не вижу. И сразу перейду к сути. Рядом со мной на небольшом столике лежит смартфон. Чёртов смартфон, который я люто ненавижу, но который вынужден постоянно держать в поле зрения. Я жду, когда на него поступит сообщение. Инструкция от незнакомого мне человека. А может, что более вероятно, и от целой группы людей. В любом случае, определяющего значения этот факт не имеет. Важнее другое. С недавних пор я вынужден играть с ними в игру. Безобразную, мерзкую игру, которая могла прийти в голову только сумасшедшему. Психу, не сохранившему ничего святого внутри и абсолютно не знающего жалости к подобным себе. По велению его безумной прихоти моих друзей больше нет в живых. А в ближайшем будущем я могу потерять и ее, любовь всей своей жизни. И хотя я так и не успел рассказать ей о чувствах, до краев заполнивших мое сердце, будущее без нее я не представляю. В номере я прячусь последние 6 часов, наедине со старым лэптопом и проклятым телефоном. Я давно не спал. Мои глаза покраснели от недосыпа и напряжения, а нервы натянуты как струна. Я сижу в полутьме, нервно покусывая нижнюю губу в ожидании короткого СМС с незнакомого номера. От его содержимого будет зависеть очень многое, в том числе и самое важное для меня — жизнь Кэтрин. Смогу ли я ее спасти? Смогу ли вырвать из лап сумасшедшего? Или же она умрет, как и все остальные? Часть 1. Подземелье. Когда мы только причалили к острову, я почему-то сразу отметил странную, несвойственную дикой местности тишину, которой он нас встретил. Не в том смысле, что совсем без звуков. Нет, здесь, как и везде на природе, деревья, поскрипывая вековыми стволами, тихо шелестели листьями. Шипела приливная волна, с определенной периодичностью накатывая на песчаный берег. Посвистывали порывы ветра, развивая в стороны полы наших курток, вяло потрескивающих нейлоном. Да что говорить, тот же песок недовольно хрустел под ногами, стойко ожидая, пока мы перестанем ходить туда-сюда, разгружая вещи из лодок. Но вот пения птиц, например, слышно не было. Как и много чего остального, обычно характеризующего жизнедеятельность дикой фауны. Несколько странно объяснял, конечно. Попробую иначе. Дело в том, что на острове стояла настолько гнетущая тишина, что своей неприятной, практически осязаемой вязкостью всколыхнуло в моей памяти еще свежие воспоминания похорон тети. Старшей сестры отца, заменившей мне в свое время мать. 2 недели назад, когда под проливным дождем я стоял возле ее могилы, ровно такое же давящее напряжение висело на кладбище. Одним своим присутствием оно поглощало любой нарастающий шум и, воздействуя на уровне подсознания, вынуждало говорить исключительно шепотом. Так что в какой-то мере, ассоциируясь с тем днем, первое впечатление об острове у меня сложилось весьма и весьма удручающее. Возможно, это даже можно было назвать своего рода предчувствием.
Как если бы невидимый союзник надеялся прогнать меня прочь, настойчиво нагоняя необъяснимую оторопь, специально искажал восприятие окружающего мира. Если это действительно так, то мне весьма жаль, что в тот момент я к нему не прислушался. А наоборот, поспешил избавиться от дурных мыслей, несколько раз мотнув головой из стороны в сторону. После зачерпнул в ладонь озерной воды, плеснул на лицо и, чуть взбодрившись, всецело переключился на вопросы, связанные с организацией плацдарма для будущего пикника. Само путешествие, впоследствии кардинально изменившее нашей жизни, началось с рассказа Дафны, моей подруги детства, о крохотном необитаемом острове неподалеку от ранчо ее приемных родителей, представляющего собой небольшой клочок суши посреди живописного озера на полностью огороженной территории, но, по ее словам, давно запущенной и никем не охраняемой. Якобы совсем недавно она случайно узнала о чудесном месте и даже успела побывать там однажды. Правда, с кем и при каких обстоятельствах подруга проникла на частную территорию, она предпочла не пояснять. Зато после столь увлекательного приключения прямо-таки загорелась идея организовать на острове незабываемую вечеринку, пригласив на нее исключительно самых близких людей из своего окружения, то есть нас. Естественно, впервые ознакомившись с потрясающим планом на выходные, особой эйфории лично я не испытал. Даже несмотря на то, что активный отдых на свежем воздухе мне всегда был по душе, вламываться без спроса на частную территорию, да еще и с целой компанией, нагруженной суточным запасом алкоголя, я считал, мягко говоря, неправильным. В свою очередь, Дафна не была бы Дафной, если бы не предугадала ход моих законопослушных рассуждений и заранее не приготовила действенного способа задавить их в самом зародыше. Хитро улыбаясь и словно невзначай, она упомянула, что ее сводная сестра Кэтрин тоже не против поехать с нами. Их общие родители на время отпуска улетели в Европу, а оставлять младшую в выходные в огромном доме, да еще в полном одиночестве, Дафна считала самым настоящим издевательством. И, конечно же, с огромным удовольствием посвятила Кэтрин в грандиозные планы по временному захвату заброшенного острова. На что та, не задумываясь, согласилась. Вот только со слов все той же Дафны, при одном единственном условии, а именно, моем обязательном присутствии. После настолько обезоруживающего заявления подруги, инстинкт самосохранения мгновенно был признан несостоятельным и с воодушевлением отправлен далеко и надолго. А что касается остальных завсегдатаев нашей компании, то им веские причины для пьяной гулянки никогда особо и не требовались в принципе. Все, что волновало ребят в подобных случаях, так это лишь где и когда состоится незабываемое мероприятие. Таким образом, спустя 2 дня, заблаговременно оформив на прокат 3 надувных моторных лодки, воодушевленные приближающимся весельем, мы на всех парах мчались к вышеупомянутому острову. Кэтрин по-хозяйски устроилась в лодке чуть впереди меня и почти всю дорогу молчала, любуясь безмятежной гладью воды да простиравшимися вдоль берега пейзажами. Крохотные капли брызг, при этом постоянно кружившие вокруг нее, ярко сверкая на солнце, создавали невероятную ауру, делая и без того красивое лицо еще более прекрасным. Девушка была одета в легкое, почти воздушное платье. Вьющиеся каштановые волосы покрывались светло-голубой косынкой, а солнцезащитные очки скрывали большие карие глаза, окаймленные густыми пышными ресницами. Да, вы все верно поняли. Я был влюблен в Кэтрин по уши. И хотя, как уверяла Дафна, она тоже испытывала ко мне не просто симпатию. Помимо редких встреч на тусовках общих знакомых и «привет-пока» в коридорах универа, дальше наши отношения не заходили. По большей части из-за меня. Точнее, из-за тараканов, плотно засевших в мою провинциальную голову. Одно время я даже пытался отшучиваться на этот счет, мол, сейчас пока не готов, учеба важнее, а серьезные отношения будут только отвлекать. Только на самом деле смущало меня совершенно иное. Сводная сестра Дафны, в отличие от меня, сына простого пожарника, родилась в довольно обеспеченной семье, весьма уважаемых в городе людей. Мне нечего было предложить девушке ее положение, и именно поэтому я старался держать свои чувства подальше от посторонних и, самое главное, ее глаз. Догадываясь об истинных причинах моей скованности, Дафна закатывала глаза и частенько крутила пальцем у виска, не стесняясь называть меня идиотом, что, стоит признать, скорее всего, так и было.
В лодке, что двигалась справа от нас, сидели Лорна и Майк, лучшая подруга Дафны и ее парень, влившийся в нашу компанию только в прошлом году. Обычная среднестатистическая пара влюбленных, случайно познакомившихся во время общей лекции. Он немного туповатый качок, капитан футбольной команды, а она первая красавица в группе. Прямо как в кино, подумаете вы, и окажетесь неправы. Вопреки устоявшимся в голливудских комедиях стереотипам, встречались они исключительно по любви, а не ради поддержания имиджа первых. Достаточно было увидеть, как они смотрят друг на друга, чтобы раз и навсегда убедиться в искренности их чувств. Пребывая в отличном настроении, ребята много смеялись, целовались и обменивались многозначительными взглядами. Неудивительно, ведь завтра у них первая годовщина отношений. Одна из причин нашей вылазки, кстати. В третьей лодке плыли Тед и самый близкий мне человек — Дафна. Подруга детства, практически сестра. Выросшие оба без родителей, меня воспитывала тетя, а ее приняли в семью совершенно чужие люди. Мы через многое прошли и понимали друг друга с полуслова. Высоко вздернув миниатюрный подбородок, она с достоинством Клеопатры смотрела перед собой и, судя по всему, жутко гордилась тем фактом, что является инициатором грядущего приключения. Более того, по взволнованному выражению лица было видно, что ей явно не терпится добраться до острова как можно скорее. Обучаясь на инженера, будущего руководителя, в 90% случаев Дафна вела себя под стать выбранной профессии, строго и уверенно. И даже в одежде предпочитала исключительно деловой стиль. Но как только дело касалось безумных идей по времяпрепровождению в свободное время, подруга менялась буквально на глазах. Ее напускная сдержанность исчезала, взамен открывая истинную сущность отвязной девушки-балагура. Порой я совершенно не понимал, как внутри нее уживаются две абсолютно противоположные личности. И именно благодаря свойственному ей безрассудству вся наша компания частенько совершала поступки, на которые по отдельности отважилась бы едва ли. К примеру, мы могли сорваться в горы на несколько дней или ни с того ни с сего пожить дикарями в какой-нибудь глуши. А еще как-то на выходные, не договариваясь заранее, улетели шумной толпой в Париж. Только потому, что Лорна неожиданно завалила важный экзамен, а Дафне захотелось отвлечь ее и немного взбодрить. Порой мне даже казалось, что выдергивание нас из устоявшейся зоны комфорта доставляло ей некое необъяснимое, но ужасно приятное удовольствие. Так что резко бросить все и ради прихоти отправиться исследовать заброшенный остров — это было как раз в духе моей дорогой сестренки. А вот подобного о Тедди, ее парне, сказать было нельзя. Являясь полной противоположностью Дафны, он слыл скромным парнем, исправно работающим с утра до вечера в автомастерской, оставшейся ему после смерти отца. Из ближайшего окружения Дафны никто, в том числе и я, поначалу их знакомства не понимал, что такая зажигалка, как она, может рассмотреть в молчаливом тихоне вроде него. А они при этом продолжали встречаться и наслаждаться обществом друг друга, как ни в чем не бывало. И, черт возьми, должен отметить, с тех пор, как они вместе, моя Дафна выглядела безумно счастливой, за что я, несомненно, был ему искренне благодарен. На моторных лодках дорога до острова заняла около получаса. Уже приближаясь к суше, мы заметили невдалеке небольшой полусгнивший причал и, не сговариваясь, одновременно направились в его сторону. Уже будучи на причале, когда я еще привязывал лодку, Дафна вдруг хитро подмигнула мне, недвусмысленно кивая в сторону Кэтрин. Видимо, намекая, чтобы я не тушевался и сразу брал быка за рога. Девушка собиралась взобраться на конструкцию из влажных досок, но лодка, покачиваясь на воде, вела себя неустойчиво, и чтобы покинуть ее, Кэтрин определенно требовалась помощь. Недовольно фыркнув, я показательно отвернулся. Мне не нравилось, когда кто-то настолько неуместно пробовал манипулировать моими чувствами. Тем более, что и без намеков Дафны я собирался протянуть ее сестре руку. В ответ подруга весело расхохоталась, вынудив остальных ребят отвлечься от швартовки своих лодок и непонимающе переглянуться. Кэтрин тоже машинально подняла голову. К тому моменту она почти взошла на причал, но, непроизвольно нарушив равновесие лишним движением, неловко поскользнулась, забавно вскидывая руки вверх. Еще немного, и она опрокинулась бы в воду. Каким-то чудом я успел среагировать и крепко схватил девушку за руку, ловко удержав на краю. От испуга мы оба затаили дыхание, глядя друг другу в глаза, и я вдруг четко осознал для себя одну простую мысль.
что без раздумий согласился бы на эту поездку еще хоть 100 раз, лишь бы испытать данное мгновение снова. «Спасибо. Ты уже можешь отпустить меня», — слегка покраснев, прошептала Кэтрин чарующим голосом. А чуть погодя, ласково улыбнувшись, тихо добавила: «В противном случае я не смогу сойти на берег». «Да, конечно», — скомканно пробубнил я, растерянно отведя глаза в сторону. «Прости». Девушка аккуратно обошла меня и, забавно ойкнув, спрыгнула на прибрежный песок. Второй раз обернулась, одарив новой, еще более лучезарной улыбкой, и побежала догонять Дафну с Лорной, которые уже отправились рассматривать прибрежные достопримечательности. Я постоял какое-то время, провожая ее взглядом, а после, значительно воодушевленный последними событиями, вернулся к лодке забрать последние сумки с продуктами. Наперекор первоначальному отталкивающему впечатлению, впоследствии остров оказался на удивление изумительным местом для отдыха. Ни суеты больших городов, ни шумных компаний, веселящихся рядом. Клочок дикой природы, скрытый от посторонних глаз, со своей особенной атмосферой. Плюс отличная погода и пляж в шаговой доступности. Казалось, у нас есть все, чтобы отлично провести выходные. Но если бы мы только знали тогда, как жестоко ошибались. В течение следующих пары часов мы поставили палатки, перекусили и даже успели осушить 2 упаковки пива. Затем уже ближе к вечеру развели костер и, поджаривая мясо, приступили к основному веселью. Мы шутили, прикалывались друг над другом, рассказывали всевозможные истории как из жизни, так и выдуманные. Много купались и танцевали. Время пролетело незаметно. А когда позже мы, мокрые и уставшие, развалились на песке вокруг костра, кому-то вдруг пришла в голову мысль обследовать остров более детально. Благо еще окончательно не стемнело, а убедиться перед сном, что здесь мы точно одни, на всякий случай стоило. Тем более ранее особо от пляжа мы не удалялись. Идею поддержали единогласно, на тот момент все уже порядком заскучали и были не прочь пройтись, чтобы хоть немного размяться. Правда, длительной совместной прогулки не получилось. Лорна и Майк исчезли минут через 10, а после отстали и Дафна с Тедом, типа случайно оставив нас с Кэтрин наедине. Хотя и мне, и ей было вполне очевидно, что на самом деле это было сделано специально. Испытывая в связи с этим некоторую неловкость, я не сразу нашел тему для разговора. Первое время мы молча изучали окрестности, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами, которые касались в основном приближающейся сессии. До лагеря уже было рукой подать, когда Кэтрин вдруг неловко споткнулась и громко вскрикнула. «Боже!» Сморщившись от боли, девушка опустилась на корточки и принялась усердно растирать ногу в области лодыжки. «Ты в порядке?» Я испуганно склонился над ней, безуспешно напрягая зрение. Кэтрин уже хотела что-то ответить, но остановилась на полуслове. Сморщив лоб и прищурившись, она осторожно раздвинула ветви рядом растущего кустарника и, посветив телефоном, принялась с интересом разглядывать что-то, скрытое под его ветками. «В чем дело?» «Мне кажется, там что-то есть. Что-то большое. Посмотри сам». Тихо прошептала она, моментально забыв о болевых ощущениях в ноге. Только склонившись рядом, я наконец смог разглядеть часть металлического профиля, торчащего в основании куста. В ту же минуту, отреагировав на вскрик Кэтрин, прибежали Майк с Лорной, а еще через несколько секунд появились и Дафна с Тедом. Их раскрасневшиеся лица и сбивчивое дыхание явственно говорили о том, что позволили они себе несколько больше, чем обычную прогулку, но зацикливаться на легкомысленном поведении их пары я не стал. В конце концов, тонкости отношений между ними меня не касались. А вот металлическая конструкция посреди необитаемого острова взволновала не на шутку. И не только меня. Более того, когда на нее упал свет от всех наших телефонов, и мы смогли лучше рассмотреть открывшийся участок земли, стало ясно, что большая часть кустарника была навалена специально. Очевидно, являясь результатом усердного труда и скрывая своим непосредственным присутствием довольно крупный предмет прямоугольной формы. Майк с Тедом помогли раскидать лишний хворост по сторонам, после чего под небольшим слоем земли и лесного мусора мы обнаружили металлический прямоугольник типа оконной рамы, накрытый деревянным настилом. Грубо сколоченные вместе доски, судя по всему, выполняли назначение люка или крышки. Поразившись невероятной находке, наша компания как по команде застыла на месте
и неподвижно таращилась на него какое-то время. «Чё за нахер?» — нервно подал голос Майк, очнувшись одним из первых. «Видимо, дверь», — высказала очевидное предположение Дафна, а затем, саркастически усмехнувшись, добавила. «Интересно, только куда? В ад?» «Господи боже, а действительно, зачем она здесь?» — поинтересовалась Кэтрин, осторожно выглядывая из-за моей спины. Машинально обернувшись, я сразу заметил, как сильно она была взволнована, хотя и старалась всеми силами этого не показывать. «Да кто же её знает?» — начал рассуждать Майк. «Может, хозяин местных коммунистов побаивается, вот и состряпал по-быстрому бункер под землёй. А что, вполне возможно». «Не знаю, как вам, но мне это не нравится», — почему-то шепотом заявил Тед, вынося свой вклад в общий разговор. «От слова совсем. Чует мое сердце, неспроста люк завалили. Нам нужно валить отсюда, и чем раньше, тем лучше». «Свалить? Ты нормальный вообще?» Майк недоумевающе посмотрел на друга. «Да мы только приехали. К тому же я совсем не против заценить, что припрятано под этими полусгнившими досками». А я, пожалуй, соглашусь с Тедом. Странная конструкция не внушала мне доверия, и я решил встать на сторону друга. Все-таки территорию не зря огородили. Мы с дуру залезли в частные владения. А если это схрон контрабандистов или наркокурьеров, например? Такие ребята шутить не любят, и за взлом тайника по головке не погладят. Тед правильно говорит. Правильнее будет уехать отсюда и поскорее, пока нас никто не увидел. «Да ладно вам!» – неожиданно ласково промурлыкала Дафна, приблизившись вплотную к Майку. Игриво подмигнув ему, она раскрепощенно продолжила. «Контрабандисты, наркокурьеры. Самим-то не смешно. Сюда уже пару лет никто не наведывается, это я вам точно говорю. А вот посмотреть, что внутри, и сама бы не отказалась. Только подумайте, какая круть! Целое приключение прямо у нас под ногами. Что мы теряем, собственно? На острове, кроме нас, никого. Полчаса назад мы все вместе в этом убедились. Лодок или катеров поблизости тоже не наблюдается. А то, что какой-нибудь чокнутый заперся под землей и последние несколько дней ждет, не дождется, когда кто-то спустится вниз, вообще несерьезно, согласны?» Вопросительно вскинув одну бровь, Дафна обвела присутствующих испытывающим взглядом. Желающих аргументированно ей возразить не нашлось, и воодушевленный одобрением признанного лидера Майк, победоносно хмыкнув, нагло протиснулся между мной и Кэтрин. Наклонившись, парень ухватился за выступающий профиль, выполнявший, похоже, роль ручки, и с усилием потянул вверх. Стоило ему это сделать, как не проронившая до этой секунды ни единого слова Лорна вдруг подскочила к нему и, на удивление грубо схватив за плечо, потянула на себя, громко вскрикнув. «Майк, остановись! А что, если ребята правы? Что, если у нас действительно будут проблемы из-за того, что окажется за грёбаной дверью? На кой она вообще вам сдалась? Давайте лучше вернемся в лагерь. Я голодна и хочу пить. А находиться здесь не хочу. И вообще у меня очень плохое предчувствие». «Да брось, малыш!» По-доброму отмахнулся Майк, широко улыбнувшись белозубой улыбкой. Снова наклонился к рычагу и, не сводя с девушки лукавого взгляда, с силой дернул. «Не переживай ты так. Взглянем одним глазком и мигом обратно. Ничего страшного не случится. Я обещаю». Под мощным натиском спортсмена дверь противно скрипнула, но не поддалась. Помню, в тот момент я случайно встретился взглядом с Лорной. В ее глазах промелькнуло еле уловимое замешательство, и, заметив это, я вдруг отчетливо осознал, что понимаю, о чем она говорит. Снова почувствовал нечто неприятное, как в тот раз, на причале. Следом в голове пронеслась мысль, что неудачную попытку Майка, возможно, стоит воспринимать как шанс опомниться. Бросить наполовину сгнившую дверь и, не оборачиваясь, свалить, откуда пришли. Но вместо того, чтобы прислушаться к внутреннему голосу, наша кучка тупых идиотов продолжила спокойно наблюдать, как он кряхтит и пыжится, вновь и вновь пробуя открыть проход неизвестно куда. В профессиональном футболисте проснулся спортивный азарт, и довольно быстро стало ясно, что Майк теперь уже ни за что не отступит. Не видя другого выхода, я решил помочь ему, рассчитывая ускорить процесс и, соответственно, возвращение в лагерь. «Хорошо», — заявил я, пристально посмотрев в глаза сначала ему, а затем Дафне. «Будь по-вашему. Откроем долбаную дверь, заглянем внутрь, а затем сразу вернемся к лодкам. И никаких ночевок и дальнейших экскурсий по чертовому острову. В любом случае настроение испорчено, и ничего хорошего уже не выйдет. Идет?
Дафна сверкнула улыбкой послушной девчонки и довольно закивала. Майк безразлично пожал плечами. Тяжело выдохнув, я присоединился к нему, и уже вдвоем, ухватившись за импровизированную ручку, мы потянули изо всех сил. Дверь немного приоткрылась, противно заскрежетав несмазанными петлями. Правда, оказалась намного тяжелее, чем я изначально предполагал. Безразлично понаблюдав некоторое время за бесполезными потугами, к нам, наконец, подключился Тед. Подхватил дверь за свободную часть края, и уже в следующую секунду мы распахнули увесистую створку, плашмя опрокинув на землю, на правую от входа сторону. Кэтрин с Лорной, тихо следившие за происходящим, испуганно вскрикнули, почти синхронно отпрыгнув. В воздух поднялся столб пыли, на мгновение лишая нас возможности разглядеть, что скрывалось сразу за массивным люком. А когда он рассеялся, под ногами плавно появился прорытый в земле ход. Нетерпеливая Дафна первой метнулась к его краю, осветила внутреннее пространство лучом встроенного в смартфон фонарика, и нашим взором предстала лестница из бетона, ступени которой уходили глубоко вниз, в темноту. Разочарованно протянула подруга. В целом, неудивительно, конечно, но, честно говоря, ожидала я большего. «А давайте спустимся. Кто со мной?» «Твою мать!» Я всегда знал, что с чувством самосохранения у Дафны довольно туго, но прямо сейчас ее поведение определенно напоминало приступ шизофрении. «Дафна», — неуверенно позвал я, особенно не рассчитывая на благоразумие подруги. «На дворе почти ночь. Тебя это не смущает?» «Ну и что?» Девушка осветила лицо фонариком и скорчила жуткую гримасу. «Не будь трусишкой, Стив. Нас вон как много». «Да иди ты!» — взбесился я, хотя внутри прекрасно понимал, что все равно не отговорю ее. «Иногда ты так сильно бесишь, что я бы с радостью придушил тебя!» Раздраженно выдохнув, я аккуратно подвинул девушку в сторону, освобождая себе путь к лестнице. Дафна при этом звонко расхохоталась, не без иронии пропуская меня вперед. «Мой милый Стиви, не говори ерунды. Я же знаю, как ты меня любишь», — прощебетала она невинным голосом. Правда, поймав на себе возмущенный взгляд Кэтрин, быстро исправилась. Мгновенно приняв серьезное выражение лица, девушка тихо добавила: «Ну, по крайней мере, пока». Ее очередной намек заставил меня густо покраснеть. Хорошо, что к тому времени я уже начал спускаться, и никто не заметил моей крохотной слабости. «Постой!» — окрикнул вдруг Майк. «Ты забываешь, кто первым сдернул чертову дверь. Впереди должен пойти я». «Да без проблем. Валяй, кто ж тебя держит?» Я слегка посторонился, пропуская здоровяка вперед. Мне было плевать, за кем идти, лишь бы поскорее покончить с идиотской затеей и вернуться на берег к лодкам. Лазанье под землей в ночное время меня впечатляло мало. К тому же я серьезно переживал за Кэтрин. На ее испуганном лице отчетливо читалось, как сильно она жалеет о том, что поехала сегодня с нами. «Девчонки, идете?» Предвкушая особенное времяпрепровождение, усмехнулась Дафна, смело ступая на ступеньку после меня. В отличие от нее, Лорна и Кэтрин мялись в крайней нерешительности. Было совершенно очевидно, что особым желанием спускаться вниз они совсем не обладали, но и оставаться в темноте посреди ночного леса для них было тем еще удовольствием. Поэтому, бросив вслед Дафне что-то типа «нет, блядь, здесь постоим», Лорна крепко сжала руку Кэтрин и, брезгливо поморщившись, аккуратно коснулась белым кроссовком пыльной поверхности лестницы. Кэтрин поколебалась секунду, но затем вынужденно подчинилась подруге, настойчиво тянувшей ее за собой. Тед, опасливо оглянувшись по сторонам, задержался, но уже через минуту, тяжело вздохнув и невольно выдохнув, нехотя замкнул неспешное шествие. Лестница уходила вниз, как мне показалось, метров на 6, не меньше. Обычная такая бетонная лестница, вроде тех, что устанавливают в многоэтажках. Пришлось преодолеть 3 лестничных пролета, прежде чем она закончилась, и мы остановились на просторной площадке. Стены здесь, пол и потолок также были отлиты из бетона. Серый невзрачный куб с очередной дверью, на этот раз полностью металлической. Не задумываясь о возможных последствиях, Майк смело устремился к ней, и еще до того, как кто-нибудь успел что-либо возразить, схватился за ручку и с силой дернул на себя. Как ни странно, дверь оказалась не заперта и легко отворилась, предоставив доступ к комнате площадью примерно 20 квадратных метров. Совершенно пустой комнате.
За исключением одиноко стоящего возле одной из стен деревянного стола, потрепанного жизнью, с местами сильно облупившейся краской, но на вид довольно крепкого. На столе покоился ЭЛТ-монитор. Непривычно громоздкий, с серым от грязи засаленным корпусом. Рядом, покрытая слоем пыли, лежала не менее старая клавиатура. 3 кабеля от нехитрой аппаратуры тянулись вдоль одной из ножек и уходили через специально просверленное отверстие в пол. На противоположной стороне, непосредственно в стене, был установлен громоздкий вентилятор в диаметре не менее метра. Видимо, для вентиляции, но сейчас он был неподвижен. Вот, собственно, и все. Больше внутри ничего не было. Хотя мы, словно маленькие дети, еще некоторое время продолжали опасливо озираться вокруг, будто боялись пропустить или не заметить что-нибудь важное. Кроме, конечно, Майка с Дафной. Эти 2 не знающие страха первооткрывателя, не задумываясь, направились к столу. Тем более, что, как я мог разглядеть чуть позже, на его поверхности хранилось еще кое-что. А именно белый лист бумаги, аккуратно сложенный пополам. Он-то и привлек внимание парочки. Я приблизился к ним, когда Майк уже взял его в руки. Мне стало любопытно, что внутри, и я неловко выглянул из-за плеча парня, из-за чего луч от моего фонарика скользнул по его лицу. Майк поморщился, проворчал что-то нечленораздельное и недовольно отвернулся. «Ой, сорян», — поспешил я извиниться, виновато убирая телефон за спину. В это время к нам подтянулись остальные ребята, и все вместе мы с интересом уставились на бойфренда Лорны. В свою очередь Майк с видом мирового гения не сводил взгляда с листка, раз за разом перечитывая написанное. «Ну что там?» — наконец озвучил Тед, интересующий всех присутствующих вопрос. «Да чушь какая-то. Включи меня». «Отлично», — театрально закатила глаза Лорна, скрестив руки на груди. «Мы, блядь, в сказке Кэрола. Охренеть. Довольны? Можем теперь уйти? Или будем искать грибы с надписью «Съешь меня»?» «Спокойно, детка, дай мне еще минутку, ладно?» Задумчиво попросил Майк, переключив внимание на монитор и клавиатуру. Скрупулезно осматривая представителей начала 2000-х, он старательно делал вид, что не замечает ее растущего недовольства. Но и как его включить? «Майк, завязывай!» Неожиданно грубо воскликнул Тед, заставив нас изумленно обернуться в его сторону. В том числе и самого Майка. Несвойственное парню поведение удивило абсолютно всех. «А если здесь камера и нас пишут? Дураку же ясно, что это не пристанище заядлого игромана. Очевидно, здесь что-то явно не так. А если не завяжу, кто мне помешает?» Спокойным тоном задал вопрос Майк, одновременно делая угрожающий шаг вперед. «Ты?» «Мальчики, остыньте». Дафна обворожительно улыбнулась. «Зачем ссориться? Мы же на отдыхе. Забыли? Договор был просто посмотреть. А значит...» Произнося последние слова, она как бы невзначай коснулась указательным пальцем клавиши «ввод» и невинно улыбнулась. «Ой». «Дафна, стой!» Тед попытался ей помешать, вытянув руку, но девушка ловко отстранилась. «Я нечаянно». Делано сокрушалась она, даже не глянув в его сторону. Вместо этого она наклонилась поближе к экрану и с видом человека, раскопавшего египетскую пирамиду, во все глаза стала следить за тем, как на экране сначала появился незнакомый логотип, а после неправильными прямоугольниками выстроилось меню загрузки. Несколько символов и ярлыков на черном фоне с серовато-белым текстом, совсем не похожими на привычный нам рабочий стол. В самом верху зеленым цветом подсвечивалась командная строка с короткой фразой внутри: «Введите команду». «Ну нифига!» — расширил глаза Майк, и прежде чем кто-то успел среагировать, снова ударил пальцем по кнопке «Ввод». Меню исчезло. Вместо него по экрану побежал странный текст, да так быстро, что уследить за ним человеческий глаз был попросту не в состоянии. Замелькали сотни подкоманд и пунктов назначения файлов. В комнате зажегся свет, а с противоположной от нас стены донесся звук разгоняющегося вентилятора. «Твою мать!» — ошарашенно выдохнул я. «Ты чего натворил?» Сверху донесся шум возни, а после там что-то сильно громыхнуло. «Скажите мне, что это не дверь, через которую мы зашли», — взвизгнула от испуга Лорна, часто задышав. «Спокойно, обойдемся без паники. Я сейчас поднимусь и проверю». С этими словами Тед выставил вперед руку с фонариком и бросился вверх по лестнице, перепрыгивая ступеньки через одну. «Я с тобой!» — крикнул вдогонку Майк, устремившись следом. Должен признаться, я слегка запаниковал в тот момент, но всеми силами
постарался сохранить невозмутимое выражение лица. Единственное, бессмысленно озирался по сторонам в поисках ответов на миллион вопросов, мгновенно заполонивших мою голову. В особенности на самый главный из них — за каким чёртом мы сюда спустились? Временное замешательство продолжалось, пока на глаза снова не попался экран монитора. Оказалось, загрузка уже закончилась, а прямо сейчас в его центре высвечивалась одна единственная надпись. Не отрывая глаз от увиденного, я осторожно толкнул Дафну в плечо. Как только она обернулась, кивнул в сторону текста. «Добро пожаловать в комплекс. Игра загружается. Первое испытание в процессе инициализации. Будьте готовы». «Боже мой, какая еще игра?» Снова взвизгнула Кэтрин и принялась тыкать пальцем в экран телефона. «Не собираюсь я ни во что играть. Я звоню в полицию». «Какая полиция?» Дафна хотела выхватить у нее телефон, но Кэтрин отдернула руку. «Мы на частной территории, забыла? Да нас первых арестуют, стоит копам сюда заявиться». Вернулся Майк. Он тяжело дышал. Результат интенсивного забега вверх и вниз по лестнице. Пришлось подождать несколько секунд, прежде чем мы услышали вердикт, приведший нас всех в еще большее оцепенение. Дверь заперта. Наглухо. Мы попытались ее открыть, но ничего не вышло. «В смысле заперта?» — не поняла Дафна. «В прямом. Мы толкали, долбились. Бесполезно». «Но как она могла закрыться?» «Не знаю», — недовольно огрызнулся Майк. «Может, просто захлопнулась». «В каком смысле захлопнулась? Вы эту сраную дверь втроем с трудом подняли». «Да хрен ее знает!» Майк непонимающе всплеснул руками. «Может, сквозняк?» «Майк, ты идиот!» Дафна закатила глаза. «Так, все, перестаньте». Я встал между ребятами в попытке утихомирить разрастающуюся ссору. «Криком здесь не поможешь. Давайте лучше думать, что нам теперь делать». А что тут думать? Настолько тяжелая дверь не могла сама захлопнуться. Со стороны лестницы послышался мрачный голос Теда. Мы разом обернулись. Парень медленно спускался по ступенькам и выглядел при этом, мягко говоря, подавленным. Приблизившись, он по очереди посмотрел каждому из нас в глаза и после неутешительно продолжил. «В связи с этим напрашивается хреновый вывод, ребят. Выходят, на острове-то мы далеко не одни». «Телефон не работает», — обреченно прошептала Кэтрин дрожащими губами. Оказывается, она не послушала Дафну и до сих пор пыталась набрать службу спасения. Услышав ее слова, к Майку подскочила Лорна и с размаху отвесила парню хлёсткую пощечину. «Чёртов придурок! Я же предупреждала! Просила не спускаться сюда!» «Лорна, остынь!» Дафна повернулась в сторону подруги. «Ситуация стрёмная, да, нам всем не по себе, но не стоит еще боль...» «Заткнись!» Девушка перевела на нее безумный взгляд. Вытянув вперед указательный палец, она, вопреки просьбе подруги, закричала только громче. «Не смей закрывать мне рот! Стрёмная ситуация, говоришь? Так ведь это ты! Ты притащила нас сюда! Из-за тебя нам суждено умереть внутри бетонного гроба!» «Зачем ты так говоришь?» – растерянно прошептала Дафна и непроизвольно сделала шаг вперед. «Я же ничего такого не знала!» «Да что ты! А как насчет я бы посмотрела?» Стараясь подражать интонациям подруги, съязвила Лорна. «А что мы теряем? Пошла ты, идиотка чёртова!» «Малыш», Майк протянул к девушке руки, рассчитывая обнять и успокоить. «Не переживай ты так, детка, ничего страшного не произошло пока. А с дверью мы решим, я тебе обещаю». «Не подходи ко мне!» Лорна была на грани и теперь откровенно истерила. «Никто не подходите!» Беспорядочно замахав руками, словно умалишённая, она попятилась назад, а когда уперлась спиной в стену, медленно сползла по ней на корточки и, закрыв лицо ладонями, громко разрыдалась. Майк было ринулся к ней, но Дафна схватила его за плечо. «Не надо. Мне кажется, ее лучше пока не трогать», — холодно произнесла она. «Пускай немного придёт в себя». Майк изумленно посмотрел на Дафну, но, наткнувшись на холодный взгляд, нехотя кивнул. Раздосадованно развернулся к мониторам и только тогда впервые обратил внимание на строку посередине экрана. «Мать твою! Какие еще нахрен испытания?» «Мы не знаем», — ответил я за всех и тут же выдвинул собственное предположение, только что пришедшее в голову. «Может, попробовать задать этот вопрос в командной строке?» Дафна стояла к клавиатуре ближе всех. Когда она поняла, что я имею в виду, посмотрела на меня, как на наивного ребенка. Но уже через секунду, осознав, что я такой не один, безразлично дернула плечами и, ловко работая на маникюренными пальчиками, быстро напечатала. «Что за испытание?»
К общему удивлению, а конкретно Дафну это впечатлило больше остальных, по экрану побежали новые слова. Активация игры практически завершена. В ближайшее время на ваши смартфоны поступят первые инструкции, строго соблюдайте их. От правильного выполнения заданий зависит вашей жизни. Тот из вас, кто пройдет все стадии без исключения, будет отпущен на свободу. Кто допустит ошибку или откажется проходить очередной тест, будет незамедлительно умерщвлен. «Что-то я плохо понял», — хмурясь как на экране, сбивчиво пробубнил Тед. «Что значит умерщвлен?» «Это уже перебор», — окончательно испугавшись, выкрикнул я. Схватил Кэтрин за руку и буквально силком потащил к лестнице. Все последнее время девушка находилась в некой прострации и без сопротивления пошла за мной. Но не успели мы вступить на первую ступень, как абсолютно каждый смартфон в долбанной комнате коротким сигналом оповестил о полученном сообщении. Как по команде, каждый из нас извлек телефон наружу. Даже Лорна, не переставая шмыгать носом, осветила заплаканное лицо разблокированным экраном. «Ты же сказала, что телефоны не работают». Я непонимающе уставился на Кэтрин. «Так и было?» «Что там?» — поинтересовался Майк, судорожно хлопая по карманам. «Не могу найти грёбаную трубку». «Ты забыл ее на столе», — тихо подсказал я, не отрывая взгляда от собственного дисплея. «Ага, точняк». В 2 широких шага Майк вернулся туда, где остановился в первый раз, и, схватив лежащий на краю стола мобильник, пробежался глазами по экрану. Ну все понятно. Прислали в мессенджер. Значит, сеть есть все-таки. Уже кое-что». «Рано радуешься. Локалка», — тихо поправил Тед. Майк то ли не обратил внимания на замечание друга, то ли и вовсе не услышал. «2 из вас хранят секрет», — громко прочитал он вслух. «А у тебя он есть? Дичь какая-то. Вам что прислали?» «У меня то же самое», — согласилась Дафна. «И у меня». «У меня тоже. И у меня». Услышал я дрогнувший голос Кэтрин рядом с собой. А затем и сам подтвердил, выставив вперед руку со смартфоном, чтобы все убедились. Точно такое же сообщение. «Ну и что это должно значить?» — с издевкой выкрикнул Майк, словно обращался к невидимому собеседнику. «Нравится копаться в чужом дерьме, сука? Так вылезай из своей норы, козлина, и я с радостью навалю на твою рожу целую кучу!» Смартфоны завибрировали, оповещая о новом сообщении. «Активация завершена. Чтобы покинуть комплекс, каждый из вас обязан пройти 2 испытания. Вот первое из них. В ответном сообщении вы должны отправить имя того человека, кем готовы пожертвовать ради спасения своей жизни и жизни остальных. Для принятия решения у вас есть 3 минуты». Мы растерянно переглянулись. Несомненно, каждый сейчас испытывал громадный стресс и откровенно не понимал, как реагировать на происходящее. Кэтрин сильно сжала мою руку, непроизвольно заставив обернуться и посмотреть на нее. Плотно сжатые губы мелко дрожали. По лицу тоненькими струйками стекали слезы. Я видел, что девушка всеми силами старается сдержать нахлынувшие безжалостной волной эмоции, но казалось, еще чуть-чуть, и она просто потеряет сознание. «Я хочу уйти», — еле слышно прошептала она, словно для этого требовалось исключительно мое одобрение. «Пожалуйста, давай уйдем». «Не бойся», — делано спокойно ответил я, хотя у самого сердца готово было выпрыгнуть из груди в любой момент. «Все будет хорошо, это лишь чья-то злая шутка, не более. Я уверен, позже мы будем долго смеяться, вспоминая свои глупые рожи». В другой руке вновь задрожал смартфон. 1 минута. «Ладно, хрен с тобой!» Среагировав на новое сообщение, в голос заорал Майк. «Я готов, давай!» Он расстегнул молнию на куртке, показательно выпячивая грудь. Широко расставил ноги и вытянул руки по сторонам, будто вратарь на футбольном поле, готовящийся взять решающий пенальти. «Давай, мать твою, я жду!» И, не получив ответа, нетерпеливо добавил. «Ты оглох, козлина? Ну же! Я в обмен на остальных!» Услышав дерзкое заявление, Лорна с силой зажала рот ладонью, чтобы не выкрикнуть. А Дафна, расширив от удивления глаза, бросилась к нему, желая остановить словесную тираду. Мы ведь совершенно не знали, кто делает это с нами и на что он способен на самом деле. Но парня понесло. Выставив вперед открытую ладонь, Майк уверенно остановил девушку характерным движением руки. «Не волнуйся, детка, я выведу этого сукиного сына на чистую воду!» Самодовольно улыбаясь, заверил он и нагло продолжил, снова обратив взгляд в потолок.
В игрушки со мной вздумал играть, сука! Ну давай, где ты? Давай, вылезай, урод!» Внезапно пол и стены задрожали. Освещение заморгало, как при неисправной проводке. Поднялся ужасный гул, и все в панике зажали уши. А следом полностью погас свет. Девушки завизжали от испуга, а я машинально притянул к себе Кэтрин, судорожно тыкая в экран смартфона в поисках иконки фонарика и одновременно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть перед собой. Где-то справа билась в истерике Лорна, а чуть впереди Тед старался успокоить Дафну. Но вскоре все это стало неважным, потому как помещение заполнилось диким, душераздирающим криком Майка.